О диктаторах часто говорят, они были озабочены властью, а не личной жизнью. Но это иллюзия. В реальности личные комплексы и подавленные инстинкты становятся скрытым мотором их поведения. Если мы посмотрим на Гитлера и Путина, мы увидим, как сексуальные страхи, фобии и внутренние конфликты влияли на их политику, их риторику и их жестокость. Гитлер всегда оставался фигурой с глубоко подавленной сексуальностью. Отношения с женщинами холодные, контролируемые и построенные на дистанции подчинения. История его интимных отношений с собственной племянницей Гели Раубаль, которая из-за этого покончила с собой, это первый тревожный сигнал. Была еще Ева Браун, с которой он имел многолетнюю связь, но его супругой она стала только лишь накануне собственной смерти. Гитлер и Ева Браун поженились в бункере менее чем за 40 часов до того, как вместе покончили с собой. Всю жизнь Гитлер избегал нормальных отношений. Любая эмоциональная и физическая открытость пугала его, как угроза контролю. Сексуальность для него была не проявлением жизни, а слабостью. Возможно, причина такого поведения крылась в некоторых особенностях фюрера. В 2 отчетах военного времени была предпринята попытка психологического анализа Гитлера. В отчете 1943 года, составленном Уолтером Лангером для Управления стратегических служб США, говорится, что Гитлер подавлял гомосексуальные наклонности. Психолог Генри Мюррей в том же году написал отдельный психоаналитический отчет для той же американской спецслужбы, в котором были сделаны аналогичные выводы. Отто Штрассер, один из противников Гитлера в нацистской партии, также рассказывал послевоенным следователям похожие истории. А немецкий политик и писатель Герман Раушнинг даже утверждал, что видел досье Гитлера времен Первой мировой войны, запись о военно-полевом суде, который признал Гитлера виновным в гомосексуальной связи с офицером. Раушнинг также утверждал, что в Мюнхене Гитлер был признан виновным в нарушении параграфа 175, который также касался этого нарушения. Путину, в отличие от Гитлера, жениться пришлось намного пораньше в своей биографии. Хоть это и произошло сугубо из-за карьерной необходимости, так сказать, по работе, когда ему было уже аж 31 год. При этом его будущей жене Людмиле пришлось, по ее собственному признанию, целых 3 года ухаживать за Владимиром Владимировичем. Но наличие официального брака не помогло Путину в борьбе с его комплексами и с подавлением собственной идентичности. В первые же годы своего правления он выстроил вокруг себя целый театр гипермаскулинности, и прессу заполнили рассылаемые из Кремля фотографии и видео полуголого президента на охоте и рыбалке, Путина, занимающегося дзюдо и хоккеем, а также назойливые рассказы о настоящем мужчине и брутале Путине, который якобы крутит романы с Кабаевой и другими женщинами. Параллельно этот, с позволения сказать, брутал начинает при каждом удобном случае транслировать показательную гомофобию и борьбу с нетрадиционными ценностями. Ну, в общем, слава богу, что гомосексуалисты здесь не разделись. Вы слушайте, достали меня с этими однополыми браками. Куда ни приедешь, что в Европу приехал, там флагами машут. Сюда приехал, вы опять пристаете ко мне. Оставьте детей в покое. Сейчас ведь, ну чего только нет. Я вот говорил тоже в этом интервью, 6 или 5 полов напридумывали. Я вот трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Но вот, ну, дай бог здоровья всем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Речь идет о том, чтобы оградить детей от соответствующей информации. В некоторых странах, ну, например, в европейских, здесь в Финляндии, считают, что не нужно детей от этого ограничивать. Не ограничивайте, мы не собираемся вмешиваться в ваши вопросы. А мы будем ограничивать, так как решили депутаты Государственной Думы. Просим не вмешиваться в наше регулирование. Да, действительно, мы видим, что на всяких конкурсах, там, в западных странах, для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий. Вот. Эксперты, знакомые с диагнозом «гей в отрицании», сразу пришли к однозначным выводам. Это
классическая, описанная еще Фрейдом и Берглером модель вытеснения, когда подавленные внутренние конфликты превращаются в агрессию наружу. Гипертрофированная демонстрация мужественности почти всегда говорит о внутренней неуверенности в собственной идентичности. Как писал американский исследователь Майкл Киммел, там, где мужественность нужно доказывать каждый день, ее просто нет. Поэтому именно вокруг Путина был выстроен культ силы, традиционных ценностей и показной гомофобии. Это не защита ценностей, это защита от самого себя, от страхов, вытесненных из сознания. Закрытость личной жизни, отсутствие информации о настоящих партнерских отношениях, эмоциональная холодность и одержимость контролем – все это укладывается в модель обычного гея в отрицании, который боится собственной идентичности, собственной уязвимости. И чем сильнее этот страх, тем агрессивнее становится его политика. Ведь путинская гомофобия – это не про общество. Это про внутреннюю борьбу с тем, что диктатор не принимает в себе. Гитлер подавлял сексуальность, стремясь к образу аскета, чистого лидера без человеческих слабостей. Путин подавляет ее через культ мачо и борьбу с геями. Но суть одна. И у одного, и у другого это страх близости, страх быть разоблаченным, страх, что все узнают о внутренних противоречиях и комплексах. И этот страх порождает ненависть к тем, кто свободен в своей идентичности. И так постепенно личная психопатология становится государственной идеологией. И тут важно понимать, это не запретная тема, которую интеллигентные люди в воспитанном обществе не обсуждают. Нет, это не тема, которая должна быть табуирована. Это не про слухи или сплетни. Это даже не про сексуальную ориентацию. Это про глубинные механизмы психики диктатора, когда власть становится инструментом компенсации внутренних комплексов. Если это происходит, то она неизбежно превращается в насилие, потому что диктатор мстит не только внешним врагам, он мстит всем, кто напоминает ему о собственной уязвимости.